Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и это телеграм-канал, основной канал YouTube, там почти 300 тысяч, возможно уже 300 тысяч, когда вы смотрите. И это аппарат Vivo X70 Pro Plus. В чем его особенность? Это один из, наверное, там 30 аппаратов последних, которые я сам не покупал. Мне предоставил его производитель, как вы знаете, потому что вы, скорее всего, и набирали эти лайки. Экран царапается на ура, он пришел мне в хламовом состоянии, и топить его по заявлению производителя блогерам нельзя, потому что он может утонуть, хотя заявлено IP68. Именно поэтому обзора на него конкретно не будет. Если в X80 Pro Plus Pro, который я уже купил, есть защита от влаги, то я ее на YouTube проверю, и я думаю, если там это работает, то и здесь. Телефон мне понравился. Снимать он может максимум в 8К 30 FPS. Видео, фото вы сейчас видите 1083 30 FPS, потому что я снимаю его для телеги. Структура у него, у ролика, будет точно такая же. Сейчас вы видите пример камеры, потом вы увидите, каким образом была распаковка, что в комплекте. После этого я расскажу вам свое мнение, может быть чуть-чуть примеров видео, хотя вряд ли, иначе ролик будет супер. И в конце резюмирую. В целом это флагман, 800 с лишним тысяч баллов в Antutu. Все очень красиво выглядит, снимает великолепно, фото отличные, и плюшек у него море. И претензий по большому счету у меня к нему никаких, потому что очень многие о нем лестно отзывались, кроме автономности, но об этом вы узнаете в ролике. Ну что же, начать можно с распаковки. X70 Pro Plus Vivo. Zeiss вместе, это оптика, разработана вместе с ними. Что мы имеем из коробки? Из коробки мы имеем фактически рассказ о том, что здесь 12 гигабайт оперативы, 256 внутренней, ну и все. Вскрываем, разумеется, там две пломбы. Та-да! Здесь нас ждет довольно подарочный подход, и не скажу, что плохо. Вскрываем, сразу видим телефон, который не так просто достается, но достается. После этого зарядка на 66 Вт, довольно неудобная. Вот такой вот выход, хотя он и евро, он неудобен. Разумеется, скрепка для извлечения карт памяти, либо симок. Наушники проводные, что довольно странно для такого дорогого телефона, но все равно приятно. Чехол, он, к слову, очень неудобный, потому что грани все равно скользкие остаются. И, разумеется, кабель для зарядки. Все это у нас благополучным образом упаковано довольно удобно. Здесь на кабеле почему-то написано 55 Вт, хотя сама зарядка 66 Вт. И вот такой вот распак. Мы сразу видим, что здесь нет мини-джека. Сразу видим, что здесь есть ИК-порт. И, разумеется, надписи всякие Professional Photography и все остальное. Слот на две сим-карты, никакую карту памяти, в отличие от Huawei P50 Pro, сюда запихать нельзя. Это к тому, что разве кто-то делает во флагманах карты памяти возможность читать. Да, есть такие телефоны, и Vivo к ним, к сожалению, не относится. Заряжался смарт от блока зарядки родного в течение 40 минут до 87%, и 46 минут мне понадобилось, чтобы зарядить его на 100%. Возможно, из-за того, что здесь чуть-чуть просевший аккумулятор, так как мобильник не новый. На кабеле питания вообще написано 55 Вт, то есть заряжается он не супер быстро. Вот так. Если рассуждать про сборку, претензий к аппарату у меня абсолютно бесконечный ноль. Почему? Потому что собран он, конечно, шикарным образом. Никаких там зазоров, люфтов каких-то. Ну, кнопки есть люфт у качельки регулировки громкости, но, как говорится, у кого ее нет. Все сделано аккуратно. Единственное, я не вижу у него направленного микрофона, что является для флагманов, по-моему, все-таки приличным фейлом. Сканер отпечатков пальцев, разумеется, находится в экране. Отрабатывает он по мне довольно хорошо. Если брать данные по Antutu, вы видите, что он набирает чуть больше 800 тысяч попугаев. Стереос-тест проходит, притом неплохо. Идеально не назову это прохождение, но оно неплохое. Данные по спекам в Antutu вы сейчас видите. Могу
вот так подробнее, кому надо, поставит на паузу. Adreno 660, Snap 880+. И да, это не последний, и скорее всего это уже будет на момент вашего просмотра предпоследний процессор по топовости. Все остальное, батарея, хотя 4500 мАч, живет она довольно долго. Bluetooth не последней версии 5.2, Wi-Fi последней 6 версии. По датчикам, опять же, ну нет здесь подэкранного пульсометра, да и не нужен он. У некоторых вивовских смартов это дело есть, но по мне это дело абсолютно бесполезно. Скачивание в среднем со скоростью получается 19-22 мегабайта в секунду. И учитывая, что у меня гигабитный интернет, это прям вообще неплохо для смартфона. Не всегда так бывает. Пока качал Genshin, от перегрева люто просто сбросил яркость. То есть, чтобы вы понимали, здесь стоит 100%, и яркость здесь, ну, как минимум, все тускло. На процентов 30-40 тусклее, чем обычно. То есть, если как игровой телефон, помним, что печка. Из интересного, игры загружаются достаточно быстро, как вы видите, никаких проблем нет. Единственное, через минут где-то 20 снижает благополучным образом телефон яркость. Следующий момент. Не забываем смотреть про LNV обзорчик. Вот примерно столько по времени будет у вас Genshin загружаться. Опять же, на версии 12 гигабайт оперативки, по-моему, в нем. Шим, сами видите, измерять его нечего. То есть он здесь космос даже на максимальной яркости. Что еще? Вот загружается он, наверное, минутку. Может меньше. Сейчас посмотрим. Пока идет запись 36 секунд, 37. Я думаю, что может быть он даже и быстрее загрузится, чем за минуту. Напоминаю, что iPhone 13 Pro обычно загружается в течение минуты. 50 секунд. Про чехол напоминаю, что если решите или уже приобрели, лучше купить еще один чехол. А съемка, если что, на обзор ведется с iPhone 13 Pro Max. Вот так он все время перепрыгивает по фокусу. Понятия не имею, что с ним. Но заодно видите, как и тест работы iPhone. Уже минуты 10 прошла с момента начала запуска Genshin. Понятно, что там в фоне еще у нас танки. Но в идеале это мешать не должно. Долго. Минута 30. Как говорится, галопом по Европам. Slingshot Extreme, разумеется, на максимум. Остальные тесты вы видите. Данные по устройствам тоже загрузим по-быстрому. И самое важное, это в 3D Mark он показал 6 часов 51 минуту. Притом он показал это дело на 120 Гц принудительных и максимальной яркости экрана. То есть данные, притом разрешение 3000 было 200 на 1440, очень круто, очень крутой результат. Раньше все было намного хуже, FunTouch.OS, все вы видите сейчас перед своими глазами. Резюмировать я обязательно скажу вам в конце, что думаю. Здесь такой полуводопад экрана, играть не особо удобно. Напоминаю, что здесь отсутствует мини-джек как таковой, и это такой приличный фейл. А в целом, если купили аппарат, хорошо, если не купили, не критично. Это Vivo X70 Pro Plus, такое длинное название, и максимальное разрешение у фронталки здесь всего 1080p 30 fps. Вот такие BBK. Хотя вы ощущаете, насколько все-таки 1080p 30 fps в топовых смартфонах может классно снимать. Рассказ не об этом, рассказ о том, что, еще раз напоминаю, что X5 Pro я приобрел. Сегодня по курсу Kiwi 69 рублей, все еще через Kiwi можно покупать. Выходит этот смарт 63 999. Не призываю покупать, но я знаю, что IQOO Z9 Pro многие приобрели, хотя у него ужасный шрифт, и я знаю, что у очень многих людей есть патологическое желание иметь какие-то китайские флагманы. Вот, в принципе, курс более-менее лояльный. Что будет завтра, неизвестно, как всегда. Сегодня Kiwi оплачивать можно, инструкция работает. Старые программы работают, ничего не поменялось. Фронталку у Vivo вы видите. Скорее всего, в X80 Pro я не успею получить, поэтому улечу без них. Сразу спойлер. Скорее всего, послезавтра. Завтра будут наушники Poco, сегодня Feel. Нановские. Будет обзор на Realme 9. И если кто-то решил его покупать, до обзора, хотя он дешевый, я не советую. То есть у вас будет, разумеется, возможность оценить его в моем обзоре, но спойлер, его выкладывать может быть и буду, если он будет ультра дешевым, но в целом нет. Лучше брать старичков относительных.
По новостям ничего не происходит, как всегда, ничего не происходит, все как и было. Понедельник, скидок каких-то новых не будет, к вечеру будут пару интересных наушников, которые я уже купил, я еще не оформил просто, и плюс еще жду, может быть, все-таки курс ниже сыграет. В целом все. Напоминаю, что если вам интересен такой формат и вам интересно видеть в лайве, как снимает камера того или другого телефона на свежих прошивках, пожалуйста, пишем и ставим любые реакции, любые. Дизы тоже считаются. Спасибо за просмотр. Ну что же, 1080p 60 fps, это все еще Vivo X70 Pro Plus. И его, в отличие от X80 Pro, который я сам себе купил, мне прислали китайцы. Я так понимаю, что несколько блогеров уже сделало на него обзоры. Основное, еще раз напоминаю, что Саня, это канал Польза.нет. У меня вопрос к подписчикам. У меня этот смарт забирают с той точки зрения, что раз мне его запретили топить, а смысл в смартфоне, у которого заявлена влагозащита, которую нельзя проверить на влагозащиту, нулевой. И второй вопрос, это то, что мне прислали смартфон, конкретно поцарапанный экран. При том, что, ну, примерно так же, как iPhone 13 Pro у меня безумно царапался через месяц. Вот то же самое, в таком же состоянии, даже еще в худшем, X70 Pro. Я, как нормальный блогер, написал, что вот два вопроса, которые меня интересуют. Если я их освещать не могу, то смартфон можете забирать. Его забирают, это не нытье. Сделать ли мне быстро обзор вот так в телеграм-канале, рассказать вам. Мне, в принципе, смарт понравился, говорю, но он не без недостатков. И логично, что это прошлая версия флагмана. Когда есть новый флагман, и он дешевле, покупать старый, ну, вопрос. С другой стороны, вы видите качество съемки. В целом вопрос прост. Интересен ли вам в телеграм-канале обзор этого телефона? Если да, то за ночь я его, в принципе, сделаю тяп-ляп из разряда все, что вам надо знать. Ну, все, что самое важное. Единственное, без примеров съемки, вы только что ее видели, в 4К логично, что видно будет тоже. И последнее, если 500 реакций наберем до вечера, то тогда придумаю что-нибудь. Не забываем, что сегодня стрим-розыгрыш по теме бендов. Резюмировать я хочу не размазывая. Почему? Потому что я бы мог вам рассказывать, что его можно топить. Это круто. Он великолепно снимает. Он там круто. Он там отлично выглядит. Тоже великолепно. Классный комплект. Супер. Великолепная оболочка. Тоже супер. Но главное мы забываем. Я еще раз повторяю, что я покупаю практически все на Али. На тот момент, когда я покупал Vivo X80 Pro, X70 Pro стоил, внимание, дороже на $200. И в топку такую ценовую политику. В топку ценовую политику, которая есть у Vivo в Российской Федерации. То есть, во-первых, они продают дно преимущественно, притом за безумные деньги. Единственное, что у меня из них было, это V23. И однозначно даже за 36 тысяч рублей, когда он был на скидке, я его не советую. Если брать этот смартфон, если он у вас на руках, вам безумно повезло, он безумно классный. Если вы купили в Поднебесной, либо заказали через Алишку на каком-нибудь сейле с промокодами, нечего его менять, даже думать. Я думаю, с ним можно спокойно 4 года проходить. С одной стороны. С другой стороны, если вы его не покупали, то и не стоит, потому что это прошлогодний флагман. И как бы вам, блогеры, не рассказывали, что крутого, я считаю, что дорога ложка к обеду. Когда уже вышла следующая линейка, говорить о прошлой, я бы с удовольствием бы рассказал, если бы хотя бы ее можно было полностью протестить. Экран царапается, автономность хламантин, морально устарел, хотя внешне и по железу ему еще года 3-4 жить спокойно, если он у вас в руках. Девайсу не для покупки, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.